Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, что нам скажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Это общая информация, но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то инсайт вы определенно получите. Я уже приготовила колоду карт, и мы с вами узнаем основные вопросы. Традиционно первый вопрос у нас обычно звучит: что важно знать на неделю? Или вокруг чего будут разворачиваться события? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что может помешать, мои дорогие? А что будет помогать, что будет радовать? И мы достанем еще одну карту, пусть это будет звучать как «Что скрыто от вас, мои дорогие стрельцы?» Или, может быть, мы чего-то не замечаем, или где-то что-то можем не учесть, на что обратить внимание. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Первая карта, вторая. Смотрим энергетику, как по финансам видят колода Таро иллюминатов. Что в личной жизни. И достанем еще одну карту. Совет. Совет от карт. Может быть, нам еще какую-то информацию дадут дополнительно. Что важно знать для вас, мои дорогие. Есть, знаете, словно выбор. По принцессе жезлов всегда развилка судьбы. Или назовите два варианта решения вопроса. Или две каких-то конкретных ситуаций, которые у вас сложились, или вас вынуждают к какому-то действию. Соглашаться или нет, к примеру, да? Использовать этот метод или нет? Попробовать себя в новом деле или нет? Прав я или, наверное, нужно еще информацию уточнить. Вот в любом случае есть определенная остановка. Нам показана принцесса, которая как будто куда-то шла, но в последний момент она останавливается и говорит: нет, дай-ка я еще раз просчитаю, соберу информацию, подумаю. И почему я говорю о двойственности? В этой колоде карт цвета имеет смысл. И красный плащ, который развивается за спиной принцессы, как раз и говорит о том, что есть намерение, но есть либо два варианта решения того или иного вопроса, либо есть в какой-то ситуации двойственность, с ней надо разобраться. И что-то мы ускорить не можем. Тут наша работа мыслей или соединить, может быть, наше какое-то стремление с какой-то конкретикой, которая сложилась на данный момент, что есть по факту, определенно нам есть смысл увидеть, и оценить наши дальнейшие планы. Может быть, просто составить какой-то тезис-план, и так тоже может быть. Неторопливая в целом неделя, по крайней мере, нам так говорят. Просчитанность действий, то есть в конечном итоге это вот если что важно знать. В неожиданностях одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, восьмерка пентаклей. У нас человек показан, который кует пентакли, и где-то это не неожиданность, но возможность заработков или предложение новой в работе, или это вы сами будете просчитывать что-то по своей должности или по росту карьерному, или в плане улучшения финансового положения вы тоже можете намечать себе дальнейшие действия, или обстоятельства еще так складываются, что все же это у нас ведь в неожиданностях, как будто для вас благоприятности в плане как и самовыражения или своих честолюбивых амбиций в хорошем смысле, без этого никак, но и в плане заработка как будто тоже могут сложиться хорошо обстоятельства. Может быть, это у кого-то дополнительные какие-то деньги или бонусы, или что-то, то, что в материальном эквиваленте просто вас радует, мои дорогие стрельцы. Чему сейчас не время или что нам может помешать? По двойке пентаклей, знаете, как есть игра с деньгами, где-то может помешать. С другой стороны, это карта непостоянства, это какие-то перемены. И нам говорят, чему не время. По карте двойка пентаклей мы себя как будто пробуем в новом деле. И я могу предположить, может быть, на этой неделе не время, знаете, как будто перепрыгивать с одного дела на другое. Или попробовал себя в одном чем-то, потом бросил, начал что-то другое. Или вам предлагают и одно, и второе, и третье. Так бывает тоже. Все-таки 7 дней – это достаточный период, и много информации может проходить. И нам как будто захочется, да, вот проучаствовать в чем-то. А карта нам говорит, как будто два, да, направления.
Вот этот красный плащ, который поделился на две части, с чем-то мы как будто тут с одним должны разобраться. Не добавлять что-то третье, к примеру, мои дорогие стрельцы. Мы тогда себя словно запутаем. А есть какая-то данность, когда тут вот из двух как будто направлений или тем, или вариантов мы должны выбрать один. Значит, не время пока именно себя как будто нагружать какими-то, может быть, как новыми инсайтами. Можно записать их, чтобы ничего не забыть. Но карта может говорить, хорошая, кстати, карта, но, видимо, не время именно быстро менять какое-то свое направление или переходить от одного к другому. Может быть, где-то так вот и вашим, и нашим. Тут больше сконцентрироваться на том, стрельцы, что для вас будет наиболее важно. Вот тут просчитать. Все же у нас в неожиданностях ведь деньги выпадают. И что-то такое, ну, с прогрессом на будущее, как и по деньгам, и так и по честолюбивым планам, повторюсь. Ведь карта сама по себе очень хорошая. Нам как будто уже говорят, вы в чем-то профессионал. И рост может быть, понимаете? То есть чего-то не упустить именно потому, что мы как будто пропорхали, ну так условно говоря. Хотя, с другой стороны, по двойке пентаклей не время. Есть еще такое значение. Кому-то что-то обещать, мои дорогие. У вас в последующем может что-то измениться. Вы будете словно в тисках собственных обязательств. И еще один момент. Не верить, может быть, данному слову. То есть вам кто-то что-то пообещал, а по этой карте у человека может что-то измениться. Он пока не знает. Он узнает об этом в последующем. Но вы можете на него надеяться, а он потом займется какими-то своими делами. И вы останетесь один на один. То есть нет, тут верить собственным глазам, где-то тому, что по факту, и какому-то своему просчету, самому себе, одним словом. А что ж тогда нам будет помогать и радовать? Вообще будет помогать и радовать, когда мы уделяем внимание самому себе, приводим мысли в порядок. Правда, определиться — это и есть привести мысли в порядок. Причем не... Вот если мы говорим, надо принять решение. Посмотрите, по четверке мечей нам помогает, когда нам никто не мешает, по сути дела. Не навязывает свою волю или своего какого-то суждения, мнения, точку зрения. Нам показан воин, тем не менее, который просто прилег. С одной стороны, он и телу дает отдых, но с другой стороны, он словно абстрагируется. Он вынужден, наверное, побыть в какой-то тишине, уединении для того, чтобы правильно оценить обстановку, может быть и так. Для кого-то из вас что мне помогает? Буквально будет помогать, может быть, когда иногда по этой карте проходят, знаете, когда мы много работали, допустим, и нам просто необходимо дать как себе отдых или иногда, как намек, можно так назвать, этой карты нам говорят, уставшие люди делают ошибки или хроническая усталость иногда нас может уложить в постель. Поэтому какое-то недомогание. И может быть, кстати, нам помогает то, что мы где-то отходим от дел, уделяя внимание сами себе. И значит, мы куда-то не поторопимся, не поторопимся, мои дорогие стрельцы. И для вас как будто неспешка на этой неделе, ну, такой хороший друг, помощник или позитивный момент для того, чтобы принять правильное решение. Именно какая-то спешка, какая-то игра нам может помешать. А вот такое рациональное обдумывание, ведь это четверка мечей. Мечи — это всегда интеллект и мысль. Значит, работа с мыслью собственной, но не в плане сомнений. Нет, здесь голый какой-то факт нужно увидеть, что-то принять во внимание, что-то просчитать, обдумать. Больше интеллект где-то, может быть, отчасти интуиция, но не в плане сомнений, это точно. Давайте это все будет помогать. Что скрыто? Знаете, какие-то возможности. По тузу мечей это своего рода как выход всегда из лабиринта, из какой-то путаницы. Это может быть и известие какое-то мы получаем, которое нас подталкивает к правильному решению. Либо когда мы действительно привели мысли в порядок и с чем-то определились, мы сами, мы что-то просчитали. Может быть, так вот проиграли какую-то ситуацию на год вперед, на два, стоит ли этим делом заниматься. Может быть, мы от чего-то и откажемся, кстати, и это тоже будет своего рода выход какой-то из этого же лабиринта. Может быть, мы откажемся от каких-то обязательств.
и почувствуем себя более ресурсными, потому что какая-то часть жизни для нас, словно мы не будем там участвовать, мы не будем расходовать силы, у кого-то это тоже может быть актуально. То есть скрыто какое-то решение, которое мы должны принять. Не случайно принцесса жезлов. Есть как будто мнений, как минимум два, может быть и больше. Но вот должно быть что-то одно. В чем-то словно мы должны поставить точку. И меч, ведь он обоюдоострый. То есть предполагается, что мы с одним соглашаемся, и значит, от чего-то мы автоматически словно отказываемся. Но это вот так хладнокровно, рационально, логикой. Дела, работа, бизнес. Здесь словно по судьбе, знаете, даже если у кого-то сложно принять решение. Мои дорогие стрельцы, значит, вы не случайно с такой ситуацией столкнулись. Как, знаете, жизненный опыт, который мы нарабатываем. Это карта Иерофанта, это, кстати, карта как учителя, так и ученичества. И вы можете выступать в роли учителя, и к вам могут обращаться за советом. Так это и мы, своего рода ученики, может быть, проходим какой-то урок жизни и должны сделать какой-то важный выбор. Именно вы не под воздействием кого-то. И часто по карте Иерофант, почему я сказала, как будто нам это по судьбе, а вот как раз и карта и говорит, назовите это, ну, как высшими силами, назовите небесной канцелярией, назовите как угодно, может быть, судьбой. Но это правда, вот те какие-то, знаете, словно ступени нашего роста или ступени нашей жизни, этапы, периоды, которые мы неизбежно должны пройти. Завершить что-то, научиться чему-то для того, чтобы шагнуть дальше. По этой карте также мы все-таки смотрим на дела, работу, бизнес, у кого-то согласование с высокими чиновниками, с представителями власти. Но карта нам уже говорит о чем. Есть какая-то система иерархии, и мы ее должны все-таки уважать. Мы не должны тут словно перепрыгивать. Но для кого-то из вас эта карта будет говорить как раз вот об этой восьмерке пентаклей, как получение новой должности, как построение карьеры, новые возможности по бизнесу, по развитию вашего творчества, ремесла, хобби и монетизации, деньгах конкретно. Иерофант нищий не бывает. Перспективы сами по себе на этой неделе вы можете увидеть. И вот от какого-то словно важного решения будет зависеть дальнейшая ваша история, как и по финансам, так и где-то по работе или вот решению того вопроса, может быть, вы и не работаете, но, значит, есть что-то, с чем нужно определиться. Что с финансами, хотя нам уже сказали про финансы. И здесь тоже нам говорят, не торопись тратить, карта повешенного. Не торопись, кстати, кому-то обещать. И вообще тут нам человек показан, который себя нарочно перевернул для того, чтобы какую-то историю или тему, у нас на финансы выпадает, увидеть словно с другого ракурса. Перевернуть что-то на 180 градусов и рассмотреть альтернативный вариант. У кого-то это может быть как предложение, может быть, по работе или что-то такое, чего вы раньше не делали. Или то, что для вас может быть незнакомо, и вы в себе сомневаетесь. Вот не сомневайтесь. Но здесь нужно рационально действительно что-то просчитать, чтобы с одной стороны не попасть в какой-то тупик, а с другой стороны от чего-то и не отказаться. Потому что мы не можем бесконечно ждать, вот как будто есть и такой момент. И вы словно можете какую-то ситуацию или вам захочется, может быть, вернуть так, как было всегда. А тут, скорее всего, все равно потребуется ваше решение, и это в этом будет заключаться словно жизненный экзамен. Как будто должен быть прогресс, понимаете? Ведь у нас две карты про прогресс, как и карта Иерофант, так и восьмерка пентаклей. Про прогресс в делах и про прогресс в финансах. И какой-то период ожидания, он возможен, но именно лишь для того, чтобы принять важное решение. Он не должен задержаться дольше, чем положено. Ну и если мы говорим, может быть, у вас на повестке дня купля-продажа, может быть, недвижимости, может быть, какой-то переезд. Или вот когда буквально нужно достать деньги и сказать, вот возьми, да, допустим, я плачу за то-то и за то-то.
и это крупная сумма, значит, тут вы не должны с чем-то просчитаться, мои дорогие. Здесь нужно быть очень внимательному. Давайте мы посмотрим в личной жизни, что для людей семейных, да все прекрасно. Хотя иногда эта карта может означать ожидание или где-то так, знаете, когда ваши домочадцы будут вас к чему-то, правда, склонять, уговаривать. И для вас эта карта говорит лишь о том, что нужно слушать себя, где-то не торопиться в своих мнениях, но мнения мы принимаем сами, и работа интуиции и мудрости. Вот соединить, наверное, все вместе нужно, если стоит на повестке дня какой-то важный вопрос. Ну, а для кого-то просто ваша пара и какие-то дела, может быть, на злобу дня или недели, которые встали на повестку в вашей семье. Такое тоже может быть. Для кого-то может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, и какое-то есть взаимодействие, или у человека есть асцендент, или, что тоже может проигрываться, по Луне, например, проигрывается знак вот воды, стихии воды точнее. И будет с ним либо разговор, либо какое-то обсуждение, либо общее дело. Может быть так. Может быть ситуация у кого-то из вас, что правда, тут ведь мы как вердиктов не выносим, так словно и никому ничего не обещаем. Неделя такая, мы тут больше сконцентрированы где-то на себе. Или если чувствуем, что да, вот в этом направлении я иду, тут наверняка как будто мое, что называется, принимаем вот это самое решение, то обнародовать его, как будто подать нужно, может быть, так вот элегантно, с учетом этой карты, чтобы не вызывать каких-то противостояний. Потому что если мы одну сторону какую-то, или одну модель поведения, или одну какую-то сферу интересов продвигаем, значит, предполагается, что мы от чего-то откажемся. Неизбежно, только так можно выйти из какого-то лабиринта. И значит, если предстоит кому-то сказать «нет», значит, это сделать нужно так завуалированно. Совет от карт, перемены, впереди еще какие-то перемены. А для вас может быть еще и такая ситуация, когда просто карта нам говорит как совет, рассчитывай сам на себя, но что-то ты не должен упустить. По этой карте есть такой момент, когда, если мы и должны что-то обдумать, то, а вам, допустим, поступило предложение – есть смысл как будто сказать, да, я типа в теме, но вот у меня найти какие-то обстоятельства, вот может быть как раз манипулировать вот так аккуратно, чтобы никто не догадался. Но, знаете, словно себе создать какой-то запасной аэродром. Потому что когда выпадает колесо фортуны, мы можем столкнуться с такими обстоятельствами, когда из какой-то ситуации мы будем либо выбираться в одиночку, либо нам придется рассчитывать на себя. И поэтому, принимая то или иное предложение, нужно всегда вот этот вот запас для маневра себе оставлять. Как будто откликнуться стоит сразу же, понимаете, чтобы не упустить какую-то возможность. Это предполагается по колесу фортуны. Быстрая наша реакция. Но сказать, как какие-то обещания, какие-то залоги давать или, знаете, какие-то гарантии определенно нет. Возможность мы должны использовать, но так, чтобы мы в чем-то все-таки не увязли. Или потом впоследствии из какого-то тупика, лабиринта заново не выбирались. Подумайте, мои дорогие стрельцы, как это может проиграться для вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.